Всем привет! На связи Харьков. Осень шагает семимильными шагами, не успеваем оглянуться, как природа вокруг превращает все в желтые краски. Ночью уже холодные, но днем еще достаточно тепло. Для настоящего харьковчанина Харьков прекрасен в любую пору года и при любой погоде. Осень уже чувствуется в воздухе. А еще чувствуется запах гари и какой-то химии. Харьковчане тоже многие заметили, что в воздухе чувствуется непонятный неприятный запах. Да, горят леса, поля, но этот запах какой-то особенный, что ли, с таким привкусом химическим. И такой воздух, кстати, не только в Харькове. Мне подписчики с Одессы тоже писали, что у них такая же ситуация с воздухом. Жалуются и другие украинские города. Может быть, причина запаха в этом? Харьковчане заметили машину, которая распыляла непонятную жидкость. Но, как объяснили в руководстве города, так обрабатывают от вредителей деревья с целью продления жизни деревьев. В течение этой и следующей недели также планируется обработать другие зеленые насаждения города. Какая обстановка в городе? К сожалению, динамика обстрелов Харькова выросла. В последние дни очень много и часто прилетает по городу. Большое количество разрушений и пострадавших. Россия бьет по городу не только ракетами и кабами, но уже из РСЗО. Так на днях был обстрел из РСЗО «Торнадо-С». К счастью, боеприпас попал в землю в жилой застройке и обошлось без пострадавших. 24 сентября по Харькову Российская Федерация ударила 6 кабами, а еще 2 по территории Циркуновской громады. Известно о 3 погибших и 31 раненом. Один из ударов пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. По данным полиции, это хлебзавод. Кстати, дом, по которому попали кабом, уже восстанавливали после обстрелов. Это не первое попадание по нему. Дом был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. И вот снова в него прилетело. Да так, что сложились этажи с 3 по 8. Чаще стали обстреливать и пригород Харькова. Циркуны, Липцы, Старый Салтов, Дергачевский район, Богодуховский. Но, несмотря на это, в экопарке под Харьковом не отказываются от бала хризантем. С 29 сентября до первых заморозков Харьковский экопарк будут украшать разноцветные хризантемы. Массовых мероприятий по случаю бала хризантем не будет. Я на канале в этом году также не буду освещать бал хризантем в экопарке. Но сейчас вы смотрите, как экопарк выглядит сегодня, в 2024 году. Это самое свежее новое видео с экопарка, не прошлогоднее, не за 2020, не за 2021 год, а именно 2024.
Привожу вам дословно речь основателя Харьковского экопарка Александра Фельдмана. Дорогие друзья, в этом году традиционный бал хризантем тоже состоится, хотя и в укороченном виде. Нашу страну, наш город и наш парк эти нелюди обстреливают бессистемно, все очень опасно. Но мы все равно продолжаем поздравлять наших учителей, делать по возможности, восстанавливаться, по возможности радовать наших зверей. Жизнь продолжается. И вот мой зам по идеологической работе максимально поддержит. Кусать меня не надо. Кто сможет, кто не боится, приезжайте. О безопасности мы по мере наших сил думаем, но дальше как будет, да, Кися? Приезжайте, кто сможет, мы ждем. А вот так сегодня выглядит сосновый сгоревший лес на Салтовке. Этот лес окончательно погиб. В прошлом году он страдал из-за вредителей, а в этом году его окончательно добил пожар. Сосны сгорели, но на их месте может возникнуть что-то совсем другое. Харьковчане подозревают, что это будет вовсе не лес, а многоэтажки. Однако городские власти уверяют, что здесь не будет застройки. Планируют тут высадить деревья и растения и создать парк. Вообще же, за неделю в природных экосистемах Харьковской области произошел 561 пожар. Выгорело более 1000 гектаров леса. Ну а в Харькове убрали скульптуры персонажей романа «12 стульев», который был написан уроженцами Одессы. Скульптуры были установлены на улице Ярослава Мудрого. Персонажам Кисе Воробьянинову, Остапу Бендеру и Элле Щукиной, Элочке-людоедке. Автором первых двух был скульптор Эльданис Гурбанов. Третью сделал Катип Мамедов. Харьков продолжает жить своей жизнью. На дорогах случаются и такие неприятности. Вечером жизнь в Харькове тоже кипит и продолжается, несмотря ни на что.